Когда люди слышат Япония, все представляют себе Киото, Токио. Это или большой мегаполис, или исторический красивый небольшой городок. Но на самом деле Япония, вся остальная, выглядит совершенно по-другому. Сегодня я приехал в город Тойота. Да, это тот город, где находится компания Toyota, и это ее родина. Я снимал салон и решил с вами прогуляться и показать, как выглядит маленький город Тойота, чтобы вы понимали, что Япония очень разная. Так, я припарковался около круглосуточного магазина 7-Eleven и решился пройти вот здесь вот спальный район через дорогу. В таких районах, где мало переходят пешеходы, пешеходные переходы работают от кнопки. То есть он горит красным, подходим, нажимаем кнопочку, и буквально через пару секунд светофор сверху переключился, загорелся зеленым. Да, также есть светофоры, где работают от сенсора именно для автомобилей. То есть есть главная дорога, которая постоянно зеленая, и второстепенная, это где мало машин. Поэтому если машины нет, то светофор горит в основном зеленый на главной. Как только подъезжаешь, то сенсор срабатывает и светофор переключается. Вот такая вот интересная улочка, только правда ее здесь почему-то заблокировали. Немного проехавшись по городку Тойота, могу сказать, что это очень маленький город, находится в префектуре Аичи, рядом с городом Нагоя. И вот здесь видел с автомобиля, что здесь небольшой такой частный сектор, и решил прогуляться, показать вам, как живут люди здесь. Вот смотрите, вот такие вот дома. В принципе, чем-то они похожи, все дома в Японии. Немного меняются, конечно, от региона. Чем севернее, холоднее, там чуть-чуть подход другой. На юге, на Окинаве, где сильные тайфуны, жара, там в основном бетонные дома. И здесь интересно, вот такой большой дом. И у них такой вот сад камней, если вам видно. Вот город, да, очень маленький. Такое ощущение, что большая часть населения работает на компанию Toyota или обслуживает людей, которые работают в компании Toyota. Так, у нас немного мелкий дождик. Надеюсь, он сильно не пойдет и не зальет, а то придется выключить. Много, кстати, вот таких вот стареньких домов. Видно, так как земля здесь дешевле и застройка неактивная, то люди пользуются старыми домами и не продают их. Потому что в Токио, конечно, в чем фишка? Старые дома японские, у них очень большие сады, много земли, и компании строительные выкупают такие дома. И на этой территории вместо одного дома большого с садом строят 5-6 двух-трехэтажных домов. И тем самым очень хорошо зарабатывают. Ну вот здесь вот видите, новая застройка. Тоже видно, когда-то был большой старый дом, его продали и построили вон там два, и вот здесь вот третий дом. Это новый. Вот, кстати, еще дома вот такие. Вот это вот традиционные такие японские дома. Крыша черепичная, сад. Практически не бывает заборов, только если растений. Очень красиво. Вот японец там стоит, смотрит на меня. Вот здесь тоже огород выращивают. Вот тоже особо без заборов, никто ничего не трогает. В таких, кстати, городках прикольно жить. Наверное, более старшему поколению, если есть какие-то большие сбережения, пенсия. И, в принципе, здесь жизнь намного дешевле, спокойнее. Такие же городки, районы можно найти недалеко от Токио и жить в тишине. Тем более население Японии снижается. Очень много таких старых домов, которые никому не нужны становятся. Они находятся не в туристических районах. И там дома очень дешево можно купить и, в принципе, обновить их и жить. Вот еще смотрите какой. Вот так вот живут в глубинке. Опять же, у всех в Японии, за границей, впечатление, что в Японии живут в маленьких домах. Ну вот,
обычный традиционный такой старый японский дом. Как видите, он огромный. 2 этажа, очень массивный, большой. Еще сад, парковка. Все очень красиво. Причем это мы не в центре уже Токио, это на выезде из города. В центре там просто пару крупных зданий, которые принадлежат компании Toyota. И ничего особенного. Большинство вот такой частный сектор или небольшие, вон как позади стоит, 5-6-этажные многоквартирные дома. Пишите в комментариях, как вам такие маленькие городки. Хотели бы вы здесь жить? Вообще в Японии со снижением населения много возможностей открывается для иностранцев, но это не значит, что вы приедете легко и здесь все будет. Нет, Япония специфическая страна, специфической культурой, поэтому все-таки здесь будут определенные трудности с адаптацией, с освоением культуры японского языка. И если вы к этому не готовы, то, конечно, лучше вообще, грубо говоря, сюда не соваться. Здесь территория небольшого храма. Вот, машинки. Ну ладно, пойдемте. У меня много времени нет. Надо еще ехать, возвращаться в Йокогаму. На машине ехать 4 часа, если пробок не будет. Так, вот такие вот это вот домики поновее, но тоже довольно большие. Вот единственное, да, новые многие дома строят. Мало кто делает уже сады, потому что нужен садовник. Это удовольствие дорогое, поэтому вот в старых домах, где уже и был сад, там люди платят за садовника, и у них крыша черепичная, она, кстати, очень дорогая, поэтому в современных домах тоже ее не используют, дорогая, тяжелая, поэтому вот такие вот дома, это, конечно, уже такая раритет, но можно, кстати, очень дешево купить такой дом где-нибудь, даже час езды от Токио, где-нибудь в маленьком городе, в горах можно купить дом, и довольно очень дешево. Вот единственное, что в отличие от других стран, ну здесь вот старые вот дома тоже есть такие, то есть кто-то бедненько живет тоже, видите, старый дом, очень просто построен, сада особо нет, живут очень просто. Единственное, что в отличие от некоторых других стран, где можно получить визу, если покупаешь недвижимость, в Японии наличие недвижимости не дает право находиться в Японии. Вы должны здесь или работать, или заниматься бизнесом, или учиться, ну или на крайняк жениться. Вот. Ну, здесь тоже вот заброшенный какой-то гараж стоит на границе. Вот. Здесь какая-то у них железная дорога. Вон там продуктовый магазин. Ну, вот такой вот город Toyota. Да, наверное, давайте я перейду на ту сторону. Там еще хотел что-то вам показать. Так, здесь у нас светофор, кажется, без кнопки. Светофор без кнопки. Вот на улице немного ветрено. Так. Я здесь был, зачем я сюда приезжал? Мы снимали видео в шоуруме компании Toyota. Вот, переключился зеленый. И уже по окончании, по дороге назад в Йокогаму решил все-таки вам прогуляться, показать. Ну, давайте попробуем вот здесь немного пройтись, если будет возможность. Вот. Расстояния между домами, как видите, большие. Это в Токио, в центральных районах все очень плотно застроено. А так, в таких вот маленьких городах люди, в принципе, отделяются садами, землей. Вот здесь вообще дом, 3 машины у них. У всех маленькие сады. Ну да, прикольно. Так я туда не уйду. Вот. Все чистенько, ухожено. Ну даже черепаха тут стоит. Кто-то ее стрижет. Дом, причем, в принципе, недорогой. Такой старенький. Стены обычные, но за садом ухаживают. О, кстати, деньковенько. Очень редко можно увидеть незаасфальтированную дорогу в Японии. Хотя бы походить, пошуршать. Здесь огороды тоже что-то выращивают, наверное. Скоро начнут. Вот. Ну и машины тоже. Вот дом. Совершенно простой дом. Недорогой, но машину он купил себе не самую дешевую. Так, подальше отойдем. Вот.
Вот так вот живут в японских маленьких городах. Ну вот, наверное, их кейкар тоже. И очень много земли у них. Вот это вся земля. Вон цветочки, огороды. Все принадлежит им. Вон там сзади еще дома с газонами. Неплохо они тут живут. В Тойоте. Так, ну вот мы вот по тому району проходили. Вот опять же, Япония вся холмистая. Поэтому многие города стоят такие на сопках. Совсем ровные территории больше отдаются, используются под поля. Вот еще клиника. Вот. Кстати, в многих клиниках врачи почему-то ездят на краунах. Вообще краун в Японии, да, это такая исторически премиум машина. Поэтому какие-нибудь директора, врачи хорошо зарабатывают. Они покупают себе краун. И вот здесь вот тоже в городе просто идет чайная плантация. Вот он, 7-Eleven, самый лучший ресторан. Вот. Ну и вот так вот здесь живут. Сегодня на улице плюс 20. Немного пасмурно. Завтра обещают дождик, но весна. Буквально через неделю будет цвести сакура. Сейчас уже начало цвести в Токио. Токио, Йокогама — одно из первых городов, где начинает цвести сакура, и потом по всей Японии расходится эта цветочная красота. Так, вон еще, кстати, через дорогу там старый такой полузаброшенный дом, но в нем вроде живут. Вот. Спортом занимается. Все, вон там впереди далеко мост, сейчас мы по нему поедем. Ну, еще есть вот такие вот, видите, многоэтажные. Это, наверное, более какое-то социальное жилье. Сколько там, 5-этажки. Бетонные, без лифта. Обычно это такие старые, сейчас, наверное, уже не строят такие. Социальное жилье, ему, наверное, лет 30-40. Вот, низкие потолки, маленькие комнаты, квартиры. Сейчас уже такое не строят, и обычно они потихоньку освобождают, ломают и строят новые. Вот, ну все, я пришел опять к точке, где я припарковался. Вот, на сегодня все. Меня ждет 4 часа дороги в сторону Йокогамы. Пишите в комментариях, как вам город Тойота, как живут местные жители. Хотели бы вы здесь жить? Подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!